Амазонка хранит больше неоткрытых видов, чем почти любое другое место на Земле. Ученые уже описали тысячи видов, но считают, что еще тысячи скрываются в темных водах, ожидая своего часа. Что пугает, некоторые из найденных существ настолько чужеродны, настолько кошмарны, что едва ли кажутся реальными. А кто первый в нашем списке? Паразит настолько жуткий, что местные даже не произносят его имя вслух. Познакомьтесь с Кандиру, настоящим вампиром Амазонки. Это крошечная, почти прозрачная сомика всего несколько дюймов в длину, но внушает местным куда больше страха, чем когда-либо пираньи. Почему? Потому что это существо не охотится на плоть, оно охотится на отверстие. Да, на отверстие. Привлеченный запахом мочевины, он известен тем, что заплывает прямо в жаберные щели других рыб и, что особенно пугает, в человеческие отверстия. Все верно. По свидетельствам очевидцев и в ряде ужасающих случаев, этот сомик проникал в тело пловцов, застревал там благодаря шипам, направленным назад, и отказывался выходить. Единственный выход – хирургическое удаление. Многие ученые считали это мифом, пока не задокументировали реальные медицинские случаи. Это случается редко, но это правда, и этого достаточно, чтобы любители держались подальше от воды. Но что если нечто покрупнее может убить вас электричеством? Выглядит оно не как монстр, как толстая, уставшая змея. Но не обманывайтесь. Электрический угорь – одно из самых смертоносных животных в реке, и не из-за укуса. Это существо может выдавать электрические разряды до 600 вольт, что в 5 раз больше напряжения розетки. Этого достаточно, чтобы вырубить взрослого человека, а в редких случаях даже убить. А что еще страшнее, они используют электричество не только для охоты, но и чтобы видеть. В кромешной тьме электрические угри посылают импульсы, отражающиеся от предметов, помогая им картографировать окружение. Это как радар, только смертельно опасный. А теперь самое интересное. Недавно были обнаружены новые виды электрических угрей, вырабатывающие мощные разряды. Но электрическая опасность – это только начало. А как насчет зубов? Ряды острых, как бритва, зубов, которые могут разорвать плоть за считанные секунды. Вы слышали эти легенды? Пловцы, превращенные в скелеты за секунды, реки, бурлящие в кровавом безумии. Хотя некоторые из этих историй преувеличены, правда, пираньях все равно пугает. По всему бассейну Амазонки встречается краснобрюхая пиранья, самая страшная из всех. Они не крупные, всего около 30 сантиметров в длину, но когда они собираются в стаю, действуют как циркулярная пила. В один момент вода спокойна, а в следующий она бурлит от десятков пираний, чьи зубы похожи на ряды крошечных ножей для стейка. Их привлекает кровь, шум, даже просто всплески воды. И хотя нападения на людей случаются редко, они все же происходят. Были зафиксированы случаи травм, а в крайних ситуациях и смертельные исходы. Но в Амазонке стоит опасаться не только хищников. Некоторые существа вообще не должны были бы существовать. Как, например, следующее – рыба, которая дышит воздухом. И если бы Амазонку осушили за одну ночь, некоторым рыбам было бы все равно. Двояко дышащая рыба – один из самых необычных выживших в этой реке. У нее есть не только жабры, но и легкие, настоящие легкие, как у нас. В засушливые сезоны, когда вода исчезает, она зарывается в ил и впадает в нечто вроде спячки, дыша через отверстие в почве. В таком состоянии она может находиться месяцами, а иногда и дольше, без воды, без еды, просто ожидая возвращения дождей. Что удивительно, эта способность не нова, она древняя. Ученые считают, что двояко дышащие рыбы – это эволюционные реликты, не изменившиеся более 400 миллионов лет. Это делает их старше динозавров. Они появились здесь раньше, чем кто-либо вышел на сушу. Но что, если в этих же водах скрывается нечто еще большее, массивное, безмолвное и голодное? Это не миф. Это не легенда. Это зеленая анаконда, самая большая и тяжелая змея на Земле, которая прекрасно себя чувствует в болотах и водах Амазонки. Некоторые из них вырастают длиннее 9 метров и весят более 225 килограммов. Это тяжелее, чем рояль. Анаконды – хищники-засадчики. Они затаиваются под поверхностью воды, словно живые канаты, полностью неподвижные, а затем внезапно нападают с сокрушительной силой. Один укус, одно обвитие их кольцами, и борьба окончена. Капибары, кайманы, даже ягуары. Для них нет запретных жертв. Что делает их еще страшнее – это их скрытность. Местные жители часто не замечают их, пока не становится слишком поздно. Рябь на воде, внезапная тишина,
И все исчезло, но не все в реке. Монстры, некоторые выглядят очаровательно, пока не узнаешь их секрет. Они розовые, игривые, кажутся невинными. Но амазонский речной дельфин, также известный как бота, имеет странную репутацию. В местном фольклоре его боятся. Говорят, что ночью он превращается в мужчину и соблазняет женщин. У этого дельфина долгая история загадок, но у науки есть свои причины удивляться. Речные дельфины обладают невероятно гибкой шеей и острым умом. Они охотятся в мутной воде с помощью эхолокации, извиваясь и поворачиваясь жутко, почти по-человечески. Некоторые ученые считают, что их поведение демонстрирует признаки развитого интеллекта, возможно, даже сопоставимого с приматами. И это еще не все. Известно, что эти дельфины проявляют агрессивное, а порой даже жестокое поведение по отношению к другим животным. В одном исследовании наблюдали, как дельфин играл с пресноводной черепахой, но при этом и калечил ее без видимой причины. Но давайте вернемся к зубам. Большие, похожие на человеческие. Выглядит как шутка, пока не укусит. Паку – это родственник пираньи, но вместо острых, как бритва, зубов у него плоские, квадратные, и они выглядят в точности как человеческие. Серьезно. Резцы коренные, весь этот жуткий набор. Родом из Амазонки, рыба паку обычно травоядная, но пусть это не успокаивает вас. Были зафиксированы странные инциденты, включая один тревожный случай в Папуа, Новой Гвинее, куда завезли паку, и где рыбы нападали на мужчин-купальщиков. Скажем так, они кусали за то место, за которое никому не хочется быть укушенным. Некоторые даже называют их откусывателями яиц. Хотя это преувеличено, слухи только добавили им жуткой репутации. И все же это лишь один пример того, насколько инопланетной может быть жизнь рыб в Амазонке. Потому что следующее существо. Оно носит броню и вырастает длиннее взрослого мужчины. Его называют пираиба, настоящий речной монстр. Этот вид сама может достигать более 3 метров в длину и весить свыше 180 килограммов. Это тяжелее большинства людей, но шокирует не только размер, а и внешний вид. Пираиба выглядит как доисторическое существо, с толстыми костяными пластинами и огромными челюстями. Эти самы – высшие хищники в своей среде обитания. В отличие от привычных вам донных сомов, пираиба – агрессивный охотник. Известно, что она поедает других крупных рыб, ракообразных и, возможно, даже мелких млекопитающих. Рыбаки вытаскивали из них наполовину съеденных пираний. Некоторые утверждают, что видели, как эти чудовища утаскивают под воду более мелких животных. Это как будто вытаскиваешь реликвию из другого мира. И как только вы думаете, что амазонка не может быть страшнее, следующий обитатель живет внутри вас. В Амазонке опасность не всегда снаружи тела, иногда она внутри, и ничто не доказывает это лучше, чем паразитические черви, встречающиеся в этом регионе. Эти существа – настоящий кошмар. Некоторые зарываются под кожу, другие путешествуют по кровеносной системе, а некоторые даже проникают в глазные яблоки. Один из самых ужасных – Элои, также называемый глазным червем. Его действительно можно увидеть, как он извивается по глазу, пока вы бодрствуете. Другие, например, некоторые нематоды, могут расти внутри органов и годами оставаться незамеченными. Эти паразиты часто попадают в организм через зараженную воду или укусы комаров. Они не просто причиняют боль, они изнуряют. В крайних случаях это может привести к слепоте, судорогам или даже смерти. Но не все жуткие обитатели Амазонки такие маленькие. Следующий из них действительно может ходить по суше. Да, вы не ослышались. Некоторые амазонские рыбы могут ходить по суше. Один из самых необычных примеров – нож-рыба, вид, который, когда уровень воды падает, может использовать свое мускулистое тело, чтобы ползти по грязи и мелководью в поисках лучшего дома. Но она не единственная. Некоторые виды сомов, например, панцирный сом, тоже выползают из пересыхающих рек, используя свои плавники и крепкое тело, чтобы передвигаться по суше. Этим рыбам нужно совсем немного воды для выживания. Некоторые из них могут дышать через кожу, другие заглатывают воздух, как двояко дышащие рыбы. Это отчаянный шаг, конечно, но в Амазонке, когда вода исчезает, выживают самые странные. Но если этого вам показалось мало, подождите, пока не встретите речного ската размером с обеденный стол. Он прячется на дне, зарывшись в ил. Вы можете даже не подозревать о его присутствии, пока не станет слишком поздно. Гигантский пресноводный скат – одно из самых загадочных существ Амазонки. С телом шириной более 2 метров и хвостом, похожим на кнут, это существо так же могущественно, как и незаметно.
что делает его по-настоящему страшным, так это не только размер, а ядовитый шип на хвосте. И если на него наступить или угрожать ему, скат может нанести удар с силой, пробивающий кость, впрыскивая яд, вызывающий невыносимую боль, повреждение тканей и, в некоторых случаях, смерть. Многие местные жители боятся их больше, чем пираний. Они сливаются с речным дном, оставаясь невидимыми, пока вы не окажетесь прямо над ними. И хотя скаты обычно не нападают первыми в мутной воде, несчастные случаи все же случаются. Но послушайте, в реке живет нечто еще более необычное, то, что вы бы ожидали увидеть в океане, а не в пресной воде. Звучит как выдумка, но это правда. В Амазонке обитает пресноводная медуза под названием Црасподоцустасауэйбэш. Это крошечное, полупрозрачное существо дрейфует по спокойным участкам реки, мягко пульсируя, как его морские сородичи. Она не жалит людей, по крайней мере, не настолько сильно, чтобы это можно было почувствовать, но само ее присутствие вызывает недоумение. Медузы ведь должны жить в океане. Как одна из них оказалась в пресной воде, за тысячи миль от моря? Ученые считают, что эти медузы могли путешествовать по всему миру вместе с водными растениями и задержались именно там, где вода теплая и спокойная. Они очень хрупкие и едва достигают дюйма в ширину и часто остаются невидимыми, пока на них не упадет свет под определенным углом. Но они ясно доказывают одно – в Амазонии возможно все. Однако некоторые существа не плавают. Они капают, сочатся и убивают, не кусая. В Амазонии обитают одни из самых ядовитых животных на Земле, и им даже не нужны клыки или когти. Познакомьтесь с ядовитой лягушкой-древолазом. Ярко окрашенная, не больше монеты и абсолютно смертельная. Одна такая лягушка может содержать достаточно яда, чтобы убить 10 человек. Они не впрыскивают яд, а выделяют его через кожу. Коренные племена когда-то использовали их выделение, чтобы смазывать наконечники духовых стрел. Отсюда и название. Что удивительно, эти лягушки не рождаются ядовитыми. Они получают свои токсины, поедая определенных насекомых, которые встречаются только в их родной среде обитания. И знаете что? Некоторые рыбы и обитатели рек тоже могут содержать токсины, вещества, которые ученые только начинают изучать. Но на этом странности не заканчиваются. Следующую рыбу можно увидеть насквозь. Вы сможете наблюдать, как бьется ее сердце. В кромешной тьме вод Амазонки природа становится по-настоящему странной. Познакомьтесь, стеклянный нож-рыба, полупрозрачное чудо с лентовидным телом и органами, которые буквально видны снаружи. Она больше похожа на призрака, чем на рыбу. Она полностью прозрачна, ни чешуи, ни пигмента, только легкое мерцание, когда она проплывает мимо. Но странность заключается не только во внешности. Она использует электрические поля, чтобы ощущать окружающее пространство, словно живой радар. Ученые считают, что эта способность помогает ей ориентироваться в самых темных уголках реки, куда не проникает даже солнечный свет. Она хрупкая, жутковатая и невероятно редко встречается. Но не все обитатели Амазонки избегают внимания. Следующее существо – громкое, агрессивное и до ужаса милое, пока не откроет пасть. В воде они выглядят как игривые собаки, пока не оскалят зубы. Гигантская выдра Амазонки может вырастать более чем до 6 футов в длину и весить свыше 70 фунтов. Это совсем необычный пушистый зверек. Эти хищники на вершине пищевой цепи умны, быстры и охотятся стаями. Работая в команде, их видели за поимкой крупных рыб, кайманов и даже в схватках с ягуарами. С челюстями, способными дробить кости, и пронзительным криком, разносящимся над водой. Они – самые неожиданные властелины Амазонки. Не дайте себя обмануть их милой внешностью. Эти создания свирепы, громкоголосые и крайне территориальны. Свяжитесь с ними, и вы быстро поймете, почему местные называют их речными волками. А если говорить о силе, следующая рыба не просто плавает, а она вылетает из воды, как ракета. Знакомьтесь, арапайма – одна из самых крупных пресноводных рыб в мире. Некоторые из них вырастают длиннее 3 метров и весят более 180 килограммов. Но что действительно поражает в них, это то, что они делают над водой. Арапаймы могут выпрыгивать с невероятной силой, иногда более чем на 2 метра в высоту, используя свои мощные хвосты, чтобы запускать себя, словно живые торпеды. А когда они падают обратно, удара хватает, чтобы сбить человека с лодки. Эти рыбы – настоящие древние выжившие, с толстыми бронированными чешуями, которые защищают их от пираний и других хищников. Они поднимаются, чтобы глотнуть воздуха, почти как двояко дышащие рыбы, что делает их еще более странными.
Но теперь пора буквально вернуться под землю, потому что следующая угроза живет внутри вашего тела. Не все речные монстры огромны. Некоторые из них микроскопические и ужасные. Некоторые паразитические нематоды и черви, встречающиеся в Амазонке, могут перемещаться из пищеварительной системы в глаз, мозг и спинной мозг. Сначала у вас просто болит живот, а в следующий момент вы начинаете терять зрение. Обычные переносчики, зараженная вода или недоваренная речная рыба. Эти паразиты не убивают быстро. Они разрушают медленно. Жертвы получали долгосрочные повреждения нервов и слепоту. Хуже того, некоторые из этих паразитов настолько редки, что врачи трудно распознать. И по мере того, как ученые все глубже исследуют экосистему Амазонки, они продолжают находить новые виды. Это подводит нас к тому, что за последние несколько десятилетий исследователи открыли сотни новых видов амазонских рыб, от светящихся тетр до странных бронированных сомов с шипами и ртами-присосками, и эти открытия продолжаются. Среди новых находок – миниатюрные угри с огромными челюстями, пресноводные бычки с ядовитыми плавниками и полупрозрачные самы, мерцающие в темноте. Каждая экспедиция, кажется, приносит что-то новое, что-то необычное. И хотя большинство из них мелкие, некоторые могут стать серьезной угрозой для баланса экосистемы или даже для человека. Амазонка остается одним из наименее исследованных регионов Земли, но это приводит к последнему вопросу. Мы лишь слегка прикоснулись к поверхности. Ученые считают, что более половины водных видов Амазонки до сих пор не задокументированы. Это значит, что тысячи рыб, беспозвоночных, рептилий и амфибий все еще могут скрываться, невидимые, нетронутые и совершенно неизвестные науке. Что же обитает в самых глубоких уголках этого мутного гиганта? Что скрывается в затопленных пещерах, сезонных озерах, тайных подводных туннелях? Мы не знаем. Но мы точно знаем вот что. Река Амазонка хранит в себе больше загадок, чем любой другой водоем на планете. И каждая рябь, каждая тень, каждый внезапный всплеск в темноте может оказаться чем-то, чего мир еще никогда не видел.